Так, ребята, всем привет. Был только что счетчик зрителей на нуле, сейчас прям 10 сразу. Хочу представиться, мое имя Никита. Я работаю в компании 2,5 года. Нахожусь на позиции UX UI дизайнера. В основном занимаюсь разработкой продуктов. И именно поэтому я хочу сегодня рассказать вам про такую тему, как спецификация в дизайне продуктов. Сегодня мы с вами ответим на такие вопросы. Что такое спецификация, зачем она нужна, покажу вам шаблоны и гайд по их созданию, а также наглядный пример. Спецификация, сокращенно спека, это техническая документация, которая детально описывает назначение, функциональность проекта, логику взаимодействия и все состояния внутри компонента или фичи. Дополнительная спецификация может описывать переходы или конфиг анимации, а также другие особенности. Думаю, что каждый из вас сталкивался с такой ситуацией при разработке продукта, когда под экраном, под фреймом вам нужно что-то описать. Ситуацию, которая происходит на экране, на каком этапе сейчас находится пользователь, как он сюда попал и как можно выйти из этой ситуации. Так вот, спецификация — это расширенная версия этой нотатки. Обычно она выносится в какой-то внешний источник. Это может быть текстовый редактор. В основном это Notion. Почему Notion? Потому что это удобно, можно сделать иерархию, то есть вложенность, чтобы в одном файле были еще какие-то дочерние. Зачем нужна спецификация? Помогает и хранить, передавать артефакты. Артефактом может являться компонент, экран, взаимодействие, условия и что угодно. То есть это все детали, которые вы хотите описать по поводу фичи, либо же компонента. Зачем нам вообще что-то хранить и передавать? Хранить мы можем даже для себя, в том плане, что если проект разрастается до очень больших масштабов, то какие-то детали можно просто упустить с течением времени. Если вы ведете документацию, вы можете спустя время зайти, пересмотреть и освежить свою память. Также передавать артефакты можно как внутри своей команды, так и в сторону клиента. Поддерживает версированность. Если ваша фича, либо же компонент предполагает, что вы будете разрабатывать ее итерациями, то в этом случае нам как раз таки понадобится версия. Желательно описывать каждую из версий, чтобы потом можно было сравнить и понять, какие этапы прошел этот объект, почему он выглядит сейчас так, а не иначе. Сильно упрощает жизнь разработки. Думаю, что каждый разработчик скажет вам спасибо, если вы предоставите документацию о проекте, а не только вот эти нотатки, которые будут под фреймами. Как минимум, потому что это неудобно, нужно прыгать от экрана к экрану и читать, что там написано. Помогает при тестировании. Точно такая же ситуация и с тестированием. Тестировщик может наглядно просмотреть тот флоу, который вы задумали, и сравнить его с тем, что реализовано на данный момент. Помогает держать фигму чистой. Как раз таки это избавление от этих нотаток, которые в принципе довольно шумные. Оно очищает сам документ Figma и выглядит это все намного презентабельнее. Также есть нюанс с этими плашками, которые под вашими экранами, в том, что они никак не прикреплены к самим экранам. То есть при переносе они могут попросту утеряться. Передавать анимации. В документации вы можете описать анимацию, которую вы сделали в Figma, то есть это изинги и тайминги. Также можете прикрепить видео на внешний ресурс, если анимация сложная и нереализуемая в Figma. Либо же уже на какой-то готовый референс, там сайт или еще что-то. Вот так выглядит main документ по спецификациям продуктового проекта. Рассмотрим, какие объекты у нас здесь есть. Фичи. Здесь мы описываем логику фичи, взаимодействие с ней, ну и все про них. Компоненты. Описываем состояние, компоненты, которые используются в вашем проекте
в дизайне. Sandbox — это папочка для экспериментов. Если вы тестируете какие-то гипотезы, проводите исследования, сравниваете варианты, то это место как раз-таки для этих вещей. Templates. Здесь находятся у нас шаблоны по созданию спецификации для фичи, либо же компонента. Также у нас есть отдельный гайд по их созданию, к которому мы перейдем немножко позже. Следующая папка — это дизайн-система. Здесь могут находиться все вспомогательные ваши документы, такие как гайдлайны по iOS, по Android, какие-то материалы, которые предоставил вам клиент, брендбук, например, либо же, если у вас проект ориентирован на accessibility, то может быть какой-нибудь источник на WhatsApp. Далее, архив и корзина. Настоятельно рекомендую не удалять все материалы, которые не актуальны, а переносить их в эту область для того, чтобы потом в любой момент можно было к ним вернуться, перечитать и восстановить, если это нужно. Также у вас на экране отображается QR-код, по которому вы можете перейти и наглядно просмотреть файлик, поклацать его, добавить себе, сделать дубликат. Это объекты, которые я перечислил, которые здесь находятся. Далее, как выглядит сам гайд по созданию спецификаций. Давайте рассмотрим потезисно и потом перейдем уже к наглядному примеру. После заголовка должна идти навигация по странице. Настраивается с помощью Table of Contents, выбирается по иконке плюс на новой строке Notion. Что это значит? При создании документации первым делом после заголовка основного можно добавить на пустой строке через плюс Table of Contents. Это сводка всех заголовков, которые будут написаны в этом файле. Так как спецификация может быть длинной сама по себе, и это нужно для удобного ориентирования внутри нее. Описание страницы содержит информацию о том, для чего эта фича, ее область применения, какую пользу может принести пользователю или бизнесу. Собственно, здесь в этом пункте вы описываете тот объект, который вы рассматриваете, там фича или же компонент. Ссылка на другие документы, относящиеся к фиче, разделу, техдоки, продуктовое описание от менеджеров, дополнительные сведения, исследования. То есть все материалы, которые так или иначе прикасаются с тем объектом, который вы описываете, вы также их добавляете сюда и прилагаете ссылки к ним. Ссылки на макеты для iOS и Android. А если речь идет о каком-то мобильном приложении, то тогда прикрепляете ссылки на соответствующие платформы. А если же речь идет о веб, то понятно, просто ссылку на веб-формат ваших макетов. Термины, определение сокращения, используемые спецификации, если это необходимо. Точно такой же пример, как со спеками. Далеко не всем может быть сразу понятно, о чем идет речь, и для этого необходимо растолковать и написать отдельно выноску, что это значит. Пошаговое полное описание работы. Важно подробно раскрыть каждый сценарий. Текстового описания недостаточно. Все необходимо визуализировать скринами. Это про то, что по-хорошему все визуализировать скринами, чтобы не заходить в фигму каждый раз и не искать, о чем идет речь. То есть вы прилагаете к каждому экрану скриншот и описываете его, что находится на экране и какой дальнейший путь пользователя в данном шаге. Если появляются названия, новые уникальные экраны, то для каждого нужно описать атрибуты экрана, в которых указать элементы и компоненты, которые нужно учесть. Так или иначе могут быть различные развилки в логике, где-то не поставил чекбокс и уже будет совершенно другой результат. Поэтому вот в данном случае чекбокс и будет играть роль этого атрибута, поэтому нужно указывать. Если в фиче используются новые компоненты, которые будут разрабатываться в рамках фичи, стоит прикрепить ссылку на спецификацию компонента. То есть, опять же, такие ссылки на все материалы, которые вы используете внутри.
Если фича состоит из компонентов, так или иначе они будут задействованы, то когда называете этот компонент, просто прикрепляйте ссылку для того, чтобы было удобно перейти и сразу же посмотреть, о чем идет речь. Анимации. Следует сопроводить подробным описанием, где будут указаны итинги, тайминги, важные дополнения, которые помогут разработчикам сделать именно так, как задумал дизайнер. Если вы это не сделаете, то совершенно не факт, что разработчик считает ваши мысли и сделает именно то, что вы задумали. Поэтому это важно учитывать и доносить суть правильно. Описание корнер-кейсов в зависимости от фичи, раздела, корнер-кейсы могут отличаться. Пройдитесь по списку и отметьте все кейсы, которые отвечают вашей фиче раздела. Также важно учитывать, потому что могут быть различные развилки в логике, и что-то пошло не по плану, как будет вести себя интерфейс в данном случае. Нужно это все продумать и прописать. Дополнительные заметки. Например, иногда требуется указать, что именно из написанного будет реализовано в MVP и другие факты. Часто бывает, что в MVP-версии реализовывается даже не половина функционала, и это нужно указать, что это как бы урезанная версия MVP, далее будет то и то. Если фичу изначально планируют разрабатывать итерационно, то нужно сделать версии спецификаций. Я уже говорил про этот пункт. Если будут разные итерации, то под каждую вы просто добавляете отдельный документик. Можно скопировать предыдущий и внести изменения, те, которые последовали в сам объект. Также по QR-коду вы можете отсканировать и перейти, ознакомиться с этим документом отдельно. Хочу сейчас перейти и показать вам, как может выглядеть темплейт по созданию компонента и фичи. Начнем с компонента. Вот так выглядит у нас Table of Contents. То есть вы нажимаете здесь на пустую строку, появляется плюс, там ищете Table of Contents, и вот у вас сводка всех заголовков. Они перечислены тут ниже. Если сам документ очень большой, то при нажатии, допустим, на этот заголовок, вы телепортируетесь ровно на него, как по якорной ссылке. Очень удобно. Далее идет описание, короткое описание компонента, какую роль выполняет, скриншот, который визуализирует этот компонент. Далее ссылка на фигму, внутренние компоненты. Если этот компонент состоит из атомов, дочерних компонентов, то также их следует перечислить и добавить ссылки, которые ведут на описание их. Состояние. Описание состояний этого компонента, условия, при которых они будут принимать их. Понятно, как, допустим, там с кнопкой, если вы описываете кнопку, какие состояния могут быть, там default, focus, active, hover и так далее. Основная информация. Основное описание, учитывая все нюансы и логику взаимодействия. Но если речь идет о каких-то сложных компонентах, то тогда следует это более детально описать. Так, это у нас темплейт по созданию компонента. Далее можем перейти в фичу. В принципе, они оба построены на гайде, который я прочитал вам немножко выше. Но поскольку это разные сущности, они немножко отличаются между собой внутри. Также есть сводка по заголовкам, потом описание, полное описание фичи, для кого разрабатывается, какие задачи решает для пользователя и для бизнеса. Тут все понятно. Figma, ссылочки на Figma. Если речь идет о мобильном приложении, то на платформу. Если одну платформу, то указывайте одну платформу. Если веб, то просто ссылку на веб-интерфейс. Основной сценарий. Вот так вот добавляйте скриншоты для каждого из экранов и подписывайте каждый из них, что происходит на этом экране, что находится и какой дальнейший путь пользователя. Так,
Корнер-кейсы. То же самое, если что-то пошло не по плану, какие-то внештатные ситуации, это нужно продумать. Допустим, место на телефоне закончилось, либо же интернет пропал. Это все про корнер-кейсы. И также нужно продумать эту логику и добавить описание к ней. Ошибки, если какие-то критические ошибки, также отдельное поле для них. И анимации. В анимациях у нас, что в описании есть, изинги, тайминги анимации. Ну или если это какой-то внешний референс, то прикрепляйте видео, либо ссылку на него. Далее хотел бы вам показать наглядный пример спецификации для компонента. Вот у нас есть такой компонент. Сейчас детально рассмотрим. Есть сводка по заголовкам, далее скриншот. Что у нас тут? У нас сайт навигация у какого-то дашборда, какой-то платформы. Окей. Далее идет описание. Сайт навигация используется для перемещения по разделу внутри платформы. Ну, логично. Между страничками можно с помощью нее прыгать. Далее Figma, ссылка на Figma. Внутренние компоненты. Платформ лого, primary button, меню item. Рассмотрим логотип, primary button. И это все айтемы. Окей. Далее. Основная информация. Меню навигация построено на компонентах меню item. Сказал про это выше. По умолчанию при переходе на платформу открывается вкладка Requests, которая входит в группу Analytics. Если пользователь нажмет на саму группу Analytics, то он также перейдет на вкладку Requests. Выбранного состояния у группы быть не может, есть только развернутое и свернутое состояние, за что отвечает параметр nesting в компоненте меню item. То есть о чем идет речь и что важно, в принципе, передать разработчику. У нас есть меню item верхнего уровня, он выделен таким жирным начертанием, и есть подразделы дочерние. Вот они уже regular начертания, и они находятся в одной из групп, да, Analytics. Если мы нажимаем на Analytics, то у нас автоматически выбирается первая вкладка, подгруппа, да, вот Requests, не сам вот этот объект, а внутри который. Это может быть не очевидно, и это, скорее всего, не очевидно. Именно поэтому нужно писать документацию и объяснять, как это работает. Так, пункты меню переводят пользователя на соответствующие разделы платформы. Также навигация имеет быстрый переход к флоу создания бота по кнопке Add Bot, реализован с помощью Primary Button. Ну, собственно, у нас есть здесь ссылка на этот флоу, да, и сама кнопочка, которая переходит в нужный раздел. Также, поскольку у нас этот компонент выполнен из атомов, можем перейти в один из них и посмотреть, что уже там находится. Также сводка по заголовкам. Видите, есть некая иерархия между заголовками. Все зависит от их уровня. Допустим, это H2, это H3, и они будут уже как бы немножко сдвинуты, принадлежать к этому заголовку. Далее, еще раз напомню, это меню item. У нас есть скрин, как это выглядит. Описание. Компонент служит молекулой для создания SiteNow. Это то, что мы разбирали чуть выше. Figma, ссылка на Figma. Внутренние компоненты. Эта молекула содержит такие атомы. То есть тот компонент содержал атомы, и этот также внутренние атомы содержит. Что у нас тут есть? Icon и counter. То есть получается вот у нас иконка как объект и counter счетчик. Дальше будет про него. Основная информация. Реализован с помощью Figma Variants и имеет такие параметры. Level, Selected, Nesting, Show Counter. Вот как это выглядит. И теперь сейчас прочитаю, что за что отвечает. Level. Есть два уровня навигации, верхний и нижний. Тоже говорил про это. К нижнему уровню навигации относятся такие разделы, как Requests, Groups, Clients, и все они принадлежат разделу Analytics. К верхнему уровню относятся все остальные разделы: Analytics, Mailing, Audience, Bots, Notification, Settings. Так, это по уровням. А далее, параметр Selected отвечает за состояние вкладки, выбрано или не выбрано.
Стоит отметить, что группа вкладок Analytics при нажатии не будет иметь состояние выбрано, а будет изменено состояние nesting, смотреть ниже, при наведении на вкладку, которая не выбрана, а там будет менять свое состояние selected как выбрано. То есть, что я говорил, если сейчас вернусь, нажимаем сюда, и у нас выбирается сразу автоматически первый пункт. Nesting отвечает за состояние группы, изменяет вид стрелочки индикатора группы или вовсе убирает его. То есть у нас может быть, сейчас, секунду, сам объект верхнего уровня, да, но он не будет иметь сложность, то есть это не группа. Поэтому здесь будет отсутствовать сама стрелочка, которая отвечает за дропдаун, за развернутость. Либо же это группа, и тогда она может быть развернута или свернута. Окей. И там еще последнее что-то было. Еще counter. Отвечает за отображение счетчика, используется для вкладки Notifications, отображает количество новых уведомлений. Соответственно, в одном из пунктов у нас есть вот этот вот счетчик, и он также может иметь разный вид в зависимости от параметра selected. То есть, если выбран, то у нас заливка такая фиолетовая, если не выбран, то желтая. Это все по наглядным примерам. Вернусь в презентацию. Как, собственно, нам прикреплять документацию к объектам? Допустим, компоненту. В одном из последних обновлений Figma добавила отдельное поле для того, чтобы можно было задокументировать компонент. До этого было просто поле для ссылки. То есть, опять же, вы в каком-то внешнем источнике документируете объект, прикрепляете ссылку, и потом уже все люди могут кликнуть на сам объект, на компонент, и просмотреть документацию о нем. Но как же нам быть, если мы хотим прикрепить документацию к целому флоу, к фиче, к какому-то другому объекту, если это не компонент? В помощь нам придет вот этот плагин. Называется он Link to Documentation. Собственно, вы добавляете его через Figma, потом выбираете объект, в данном случае frame, нажимаете на плагин, открывается окошко плагина, и сюда вводите линк на документацию. Нажимаете Add Link, и в правом баре у вас появляется этот объект, при нажатии на который будет переход на ссылку, которую вы указали здесь. Собственно, вот, вы можете также скачать плагин, отсканировав этот код. На этом мой доклад подходит к концу, и я с удовольствием могу ответить на ваши вопросы. Это так же, как, допустим, если вы умеете делать изначально проект на компонентах, а не выводить всю дизайн-систему потом, после того, как вы сделали просто так, то это будет, конечно же, плюсом. Но для этого нужен определенный навык, и все зависит также от клиента, от его привередливости, потому что сам компонент переделывать по 10 раз, и потом еще и документацию к нему писать, но это много времени занимает. Так что, такой 50 на 50. В принципе, какие-то детальные флоу описывать я бы все-таки стал уже к концу проекта, когда уже все утверждено, и для того, чтобы корректно передать в разработку, в релиз, вы пишете документацию. Про компоненты можно описать в ходе того, как они появляются. Да нет, не обязательно. Если проект не объемный, это может быть даже лендинг, но если там есть что-то, что требует объяснения каких-то деталей, то также можно делать какую-то маленькую спеку, и это будет полезно для всех. То есть это такая запущенная версия, я сейчас показал, там может быть куча всего, особенно когда различные платформы, и там могут быть всплывать какие-то нюансы, там уже определенно стоит. А так, на ваше усмотрение. Сколько времени занимает? Опять же, зависит все от вас.
В принципе, если вы это попробуете, вы начнете оценивать свое время и потом в будущем также при estimate выделять какой-то промежуток времени на это, ну и учитывать это, в принципе, с клиентом. Да, конечно, я могу сейчас показать ссылку, и вы перейдете в документ. Вот он. Оставляю его на экране, вы можете сканировать и перейдете, скопируйте себе в Notion. Могу еще продублировать ссылочку на сам плагин. Как пробовать? Описывать все детальнее и детальнее. Каких-то прям супер таких референсов по описанию. Ну, можно, конечно же, найти, если это какая-то глобальная дизайн-система, допустим, Ant, там описано все. Ну, можно взять пример. То есть заходить на какие-то глобальные дизайн-системы и что-то себе копировать. Так, ну я думаю, что на этом можно заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что провели это время со мной. Надеюсь, я принес вам пользу, вам было интересно и полезно. Очень приятно было для вас стримить. Всем замечательного, хорошего дня. До встречи.